Острикова. Братишка. Часть первая. Простите, пожалуйста. Он обернулся и увидел мальчишку лет 14-15, хрупкого и несуразного, с заплаканными глазами и мечущимся в них смущением. Намджун на дух не выносил попрошаек, особенно когда малолетки вроде этого стреляли на пиво, но, кажется, сейчас был не тот случай. Из-за нехватки на бутылочку светлого вряд ли можно разреветься даже в 15 лет. Впрочем, на мольбу голодающего о хлебе насущном тоже не тянуло. Пацан был одет в совершенно обычные для юнца шмотки. Можно даже сказать, в хорошие шмотки. И уж точно без всяких следов бедности или грязи. А в руках держал небольшой рюкзак и яркий пакет из дьюти-фри. Он аккуратно шмыгнул носом и вроде бы хотел продолжить речь, но оробел, вероятно, не найдя в Намджуне достаточного сочувствия. Намджун тормозил. Он только что прилетел из очередной адской командировки и мечтал по-человечески помыться и рухнуть в кровать. Всю последнюю неделю он спал часа по 4 в сутки, а завтра утром ему уже предстоит выслушивать привычные разносы от вечно недовольного шефа. Мальчишка ассоциативно вызвал мысль купить по дороге бутылочку светлого. И Намджун обстоятельно эту мысль обдумал. Пришел к выводу, что не стоит. Он слишком устал и никакого удовольствия от пива все равно не получит. Так зачем тогда тратить деньги? Бессмысленности Намджун не любил. А время в ожидании автобуса тоже протекало бессмысленно. Намджун еще раз оглядел подростка. Тот по-прежнему смотрел вроде бы и не подхалимски, но уж чересчур пришибленно. Помимо взгляда, вид портила сутулость. Ребенок держал себя так, словно хотел казаться меньше и незаметнее, что при его и так не гигантском росте было несколько странно. Видимо, причина лежала в психологической плоскости. Над ним стебутся сверстники, тиранит отец или дают о себе знать обычные детские комплексы. Намджун вспомнил себя в 15. Он был таким же до забитости застенчивым. И подойти с просьбой к незнакомому взрослому смог бы разве что под дулом пистолета. Делать было все равно нечего. А рассудив, что от него не убудет, Намджун допустил на лицо участливое выражение и спросил: «У тебя что-то случилось?» Пацан немного оживился, в мокрых глазенках сверкнула искорка надежды. У Намджуна даже защемило сердце. Пусть и совсем мизерный, но все же существовал шанс, что его братишка сейчас тоже стоит перед каким-нибудь отупевшим от усталости дядькой и просит о помощи. Хотя братишка Намджуна должен быть постарше. «Меня где-то здесь ждет папа. Я должен ему позвонить, а я вот телефон разбил. Не разрешите?» Ждет папа. Намджун вздохнул. С обычным ощущением легкой, почти незаметной потери. Еще у одного человека на земле есть отец. И этот человек Намджуну не брат. Что ж, так и должно быть. Так всегда бывает. Всегда. Намджуну понравилась и манера говорить, и особенно голос этого мальчика. Уже не детский и такой уютно домашний, что мог принадлежать только воспитанному ребенку из хорошей семьи. Медленно и несмело, явно стыдясь всего происходящего, ребенок вытащил из кармана телефон с растрескавшимся в хлам экраном. Намджун, ревностно относящийся к своему социальному статусу и стремящийся во всем соответствовать образу успешного трудоголика, автоматически отметил, что игрушка была дорогой. Такой телефон он не мог себе позволить даже во имя того самого вожделенного статуса. Это неприятно царапнуло и заставило спрятать зависть под понимающе снисходительным выражением. «Номер-то помнишь?» Намджун полез в карман за телефоном. «Да ладно, не реви, всякое бывает. Папка новый купит». «Купит», — вздохнул мальчишка, снова шмыгнул носом и то ли дернулся, то ли поежился, отчего стал как будто меньше, еще меньше, а потом простодушно выложил:
Только сначала наорет, что я бестолочь и сам во всем виноват. Спасибо вам большое. Мальчик торопливо набрал номер, и Намджун отошел подальше, изобразив тактичность. Конечно, ему было бы любопытно послушать, как сынок будет блеять и оправдываться перед крутым на расправу папашей. Но от этого развлечения пришлось отказаться. Успешному трудоголику не пристало демонстрировать столь мелочное злорадство. В эту минуту он и сам уже верил, что его жест наполнен искренним сочувствием, и упивался собственным благородством. Если бы Намджун курил, было бы самое время достать сигарету. Но он не курил, поэтому просто откатился вместе со своим чемоданом к соседней остановке и, зачем-то сверившись с расписанием ненужных автобусов, занялся увлекательнейшим делом – изучением спешащих мимо людей. Вид разбитого дорогого телефона оставил у него чувство досады и чего-то похожего на жалость. Понятное дело, не к расстроенному подростку, а, собственно, к телефону. Конечно, Намджун без труда вошел в положение и предложил помощь, тем более, что она ему абсолютно ничего не стоила. Но вообще-то парень уже не маленький и, скорее всего, действительно виноват сам. Криворукий, избалованный раздолбай из богатой семьи. Так ему и надо. Смысл теперь реветь-то? А отцы? Отцы бывают разными. И везет с ними далеко не всем. Намджуну повезло еще меньше. О своем отце Намджун старался не вспоминать. Но иногда, особенно в нештатных ситуациях, отец вспоминался сам, потому что как раз и был большой нештатной ситуацией. Он обладал завидным талантом музыканта. Мог заставить петь даже самую паршивую гитару и периодически работал с несколькими группами. Однако никто так и не решился подписать с ним долгосрочный контракт. Отец был слишком взбалмошным и непредсказуемым. Постоянно увлекался разными бредовыми идеями, а его настроение менялось по 100 раз на дню. Выдерживать эти эмоциональные кульбиты была способна только мать Намджуна. Женщина умная и спокойная, которая как-то ухитрялась угадывать, когда нужно помочь и приласкать, когда настоять на своем, а когда оставить отца одного и просто помолиться, чтобы Бог отпустил им всем еще чуточку терпения. Сначала отцовские друзья очень удивились их браку, потому что исполненный изящества красавец-отец был вешалкой для околомузыкальных дам легкого поведения. А мать в эту тусовку совершенно не вписывалась. Была крупной, простоватой на вид, да еще и на несколько лет его старше. Но спустя годы те же друзья были вынуждены признать, что инстинктивное стремление отца прикрыть свой безбашенный тыл кем-то сильным и ответственным было не напрасным. Без жены он опустился бы гораздо быстрее. Он не умел держать себя в руках, постоянно ввязывался в разного рода авантюры и искренне считал, что в жизни нужно попробовать все. В силу своего возраста Намджун не мог не оценить масштабов этого всего, но жизнь его семьи рухнула прямо у него на глазах. Когда Намджуну было 6, отец таскал его на концерты, катал на мотоцикле и со смехом огребал за это от матери, словно тот тоже был еще неразумным сыном. Когда Намджуну было 7, разбитый мотоцикл продали на запчасти. Отец уже не выступал, зато побывал под следствием и на лечении от наркозависимости. А когда Намджуну исполнилось 8, произошла трагедия. В их семье родился второй ребенок. Братик Намджуну понравился, но то, что все внимание взрослых теперь было приковано к нему, нет. Отец несколько дней был счастлив и весел, не напивался и не уходил из дома. Мать не обзванивала морги и не искала его по притонам. А Намджун разрывался между восторгом от этой чудесной атмосферы и страшной ревностью к горластому конкуренту. Наверное, именно из-за ревности он впоследствии считал себя тоже виноватым в том, что случилось. В
квартиру ворвались два здоровых мужика. Один из них ударил мать так, что она отлетела к стене через всю комнату, а потом туда же отшвырнул и Намджуна. Второй в это время просто забрал ребенка. Как выяснилось, отец задолжал каким-то серьезным людям кучу денег, и терпение этих людей иссякло. Мать боролась изо всех сил, продала квартиру, сама отвезла вымогателям деньги, но ребенка так и не вернули. Обращение в полицию тоже оказалось бесполезным, и мать не выдержала, сломалась. Намджун помнил, как она часами молча сидела на одном месте, потом несколько минут выла в голос, проклинала обманувшего ее Бога и снова замирала в оцепенении. Все это происходило в квартире бабушки и дедушки, на попечении которых и остался 8-летний Намджун, когда мать окончательно потеряла рассудок. Спустя несколько недель она умерла в лечебнице для душевнобольных. Отца Намджун тоже больше не видел, а года через 3 или 4 случайно узнала от бабки, что тот мертв. Когда и как он погиб и где похоронен, бабка ему так и не сказала. С тех пор жизнь Намджуна протекала под неизменным девизом: «Будь хорошим мальчиком, слушайся взрослых и не лезь куда не следует, а то кончишь, как твой непутевый отец». Правильное детство, правильная юность, правильная учеба, правильная работа. С одной стороны, Намджун прекрасно понимал, что так и должно быть, что не нужно нарываться на драку, если можно проглотить обиду, что лучше учиться на экономиста, чем бренчать на гитаре, и что единственное приемлемое место работы – большой офис со стеклянными перегородками. А с другой стороны его и в самом деле совершенно не тянуло на приключения. Он был образцово-показательным занудой, старательно учился, не пытался прибиться к какой-нибудь компании и уж тем более не пытался сколотить компанию сам. Ему не было скучно. Он не делал глупостей и не испытывал в них потребности. В 19 лет он первый раз выпил, а в 20 переспал с женщиной. А курить и вовсе не пытался, не хотелось. Может, характером пошел в мать, а может, ему просто качественно засадили мысль о том, что однажды попробовав, уже не слезешь, что от сигарет недалеко до травы, оттуда до шлюха кокаина, а там, глядишь, и как отец. К 27 годам Намджун имел на балансе подержанную малолитражку, работу в качестве неприметной единицы офисного планктона и непонятные отношения с такой же замученной правильной жизнью креветкой. Лет через 5 они оба надеялись занять места своих непосредственных начальников, влезть в ипотеку и увидеть, наконец, над горизонтом звезду выстраданного правильного счастья. Будут ли они при этом вместе или по отдельности, их не заботило. Девушке эти отношения были нужны, чтобы не выглядеть белой вороной, а Намджуну, чтобы доказать бабке и деду, что он уже вырос, и съехать от них под благовидным предлогом. Все в его жизни шло по плану. Учеба, работа, свежая рубашка каждый день, в перспективе карьера и семья. Единственное, что ослиными ушами торчало из-под правильного шаблона, это потерянный брат. Ребенком Намджун мечтал, что найдет его и выкрадет обратно. Намджун не помнила его имени, то ли детская память стерла эту бесполезную деталь, то ли имени просто еще не было. Ведь малыша украли примерно в 2-недельном возрасте. Но очень хорошо помнил особую примету, по которой надеялся узнать своего братишку. На левой ручке, немного выше локтя, у того было 3 родинки. Одна большая размером с монетку и 2 поменьше. Они выглядели так, словно на ребенка капнули краской, и от крупной капли полетели брызги. Каждое лето до самой старшей школы Намджун в жаркую погоду ходил по городским пляжам, паркам и просто дворам и разглядывал гуляющих там малышей в надежде отыскать единственного с меткой кляксой на левой руке.
А позже взрослые постепенно убедили Намджуна в том, что его брат давно погиб. Заложников, которых не собираются возвращать, убивают сразу. А тем более таких неудобных заложников, как новорожденный ребенок. Намджун перестал шляться по паркам. Но иногда в минуты душевного раздрая и опустошения, когда думать о чем-то правильном уже не было сил, он все еще мечтал. Мечтал о том, что однажды увидит на руке теперь уже взрослого парня, знакомую кляксу, и обязательно поможет своему несчастному братишке выбраться из грязи, получить образование и найти свое место в нормальной жизни, заодно избавившись от тех уродов, которые заставляли его сначала попрошайничать на вокзалах, а потом толкать дурь по подворотням. Почему именно грязь, дури и уроды? Да потому что, если предположить, что братишка каким-то чудом попал в нормальную семью и вырос счастливым, то Намджун ему вроде как и не нужен. А значит, искупить свою воображаемую вину он не сможет. При этом действительно искать всерьез и с полной отдачей Намджун не пытался никогда. Полиция давно закрыла бесперспективное дело, а на частников у него не было денег. Мысль искать самому, если и приходила ему в голову, то ненадолго. Все возможные концы уводили в далекое прошлое, в обтрепавшийся гламур престарелых музыкантов, торчков и криминала. Входа в этот мир Намджун боялся как огня, поскольку выход предоставлялся ему только через контрольный в голову или дурь шлюхи и кончишь как отец. С годами надежда найти брата превратилась в блеклую иллюзию, а потребность рассмотреть все голые руки в пределах досягаемости – привычку, слегка отдающую неврозам. Стоя возле остановки и сканируя усталым взглядом бесконечную вереницу пассажиров, Намджун вяло отметил про себя, что народ нынче пошел мерзлявый. Минимум пиджак или толстовка, а многие еще никак не решались расстаться с курткой или плащом. Поток людей рябил и расплывался. От его монотонности клонило в сон, и Намджун уже представил, как свернется калачиком прямо на асфальте вокруг своего чемодана. Чтобы мысль случайно не материализовалась, он перешел на другую сторону тротуара и занялся любимым делом. Теперь люди проходили к нему левым боком, и в случае удачи разглядеть нужную руку будет проще. Прошла еще пара минут. Удачи не являлась, а поток пассажиров стал реже. Намджун вспомнил про свой телефон и пацана, что уж очень долго разговаривающего с отцом. Он бросил рассеянный взгляд на остановку и обомлел. Нет, пацан не удрал с его телефоном. Он был на месте и все еще разговаривал. Но увиденная сцена заставила Намджуна мгновенно проснуться. Это был не тот пацан. То есть тот. Джинсовка, штаны, рюкзак — все было тем же самым. Но пацан был другой. Сбросив образ сжавшегося в комочек несчастного ребенка, словно старую змеиную кожу, этот гад развалился на лавке и занял собой чуть ли не ее всю. Да как развалился? Как будто перепутал автобусную остановку с собственной спальней. Нет, Намджун даже в кровати не позволял себе ничего подобного. Сопляк реально лежал на спине, а вытянутые и скрещенные ноги задрал вверх и упер в стеклянную перегородку. В одной руке он держал телефон, в другой — сигарету, а разговор вел очень оживленный. Лишившись малейшего следа слез, его сучья рожа стала лет на 5 старше, а голос обрел силу и уверенность дворового хама. Слов Намджун разобрать не мог, но слышал, что говнюк задавал вопросы и в ответ ржал, подергивая кедом и размахивая сигаретой, то описывая рукой круги, то картинно затягиваясь, то стряхивая пепел прямо на валяющийся на асфальте пакет. Что-то подсказывало Намджуну,
что трепалась эта сволочь отнюдь не с отцом. Джинсовая куртка распахнулась и открыла изрядную часть голого брюха и бок, потому что-то, что Намджун принял за аккуратно заправленную в штаны футболку, оказалось короткой майкой и бесстыже уползло на грудь, где, слава богу, было придавлено рюкзаком. При каждом экспрессивном взмахе руки джинсовка съезжала с плеча все больше, делая пацана самым голым на всей улице, включая девок в купальниках с рекламной растяжки. Словно почувствовав на себе внимание благодарной публики, парень поелозил жопой, еще вальяжнее растекся по лавке и продолжил с упоением надругаться над благородным порывом Намджуна помочь накосячившему ребенку. Это был не ребенок. Даже Намджун, избегавший крепких выражений, назвал бы его однозначно. Блядь. И даже не блядь с большой буквы, а прямо вот так жирным капсом. Блядь. Намджун, изрядно охреневший, по широкой дуге обошел остановку, чтобы подобраться к засранцу как можно ближе и незаметнее. Это, впрочем, не составило никакого труда. Засранцу происходящее вокруг него было, мягко говоря, до звезды. Разговор с отцом увлек его настолько, что он, как глухарь, ничего другого не видел и не слышал. Еще раз быстро затянулся, щелчком запустил в полет сигарету, немало не озаботившись ни траекторией, ни конечным пунктом этого полета. Переложил телефон в другую руку и восторженно выдохнул. «Пиздишь! Чё, реально? Без яиц? Нихуя себе! А сиськи есть? Слушай, ну познакомишь, когда приеду. А то я же живого шмеля ни разу да не кипишуй. Он такой заебанный, что спит на ходу. Ты лучше скажи, у него там стоит вообще. А как? Бля, Джин, ну съебусь, если чё. Первый раз, что ли? Я от Чунгука съебался, а уж от этого сонного мудилы. Поперхнувшись впечатлением от текста, сонный мудила непроизвольно издал какой-то икающий звук, чем себя и обнаружил. Гаденыш, повернув к нему голову, на мгновение замер, а потом очень быстро и ловко принял сидячее положение и весь сжался, но не забитым ребенком, а готовый выстрелить пружиной. Черти в его глазах судорожно просчитывали направление старта, словно застуканный на воровстве кошак. Он ждал реакции Намджуна, чтобы рвануть в другую сторону. Других вариантов, кроме как съебаться, эта оборзевшая тварь даже не рассматривала. Намджун, между тем, пребывал не столько в бешенстве, сколько в свирепом ступоре. Ловить он по-любому никого не собирался. И, в принципе, мог бы просто попросить эту блядину вернуть ему телефон и проваливать с глаз долой к своему джину вместе со всеми его шмелями и сиськами. Но почему-то Намджун забыл, что умеет разговаривать. Несколько секунд, тупо пропялившись в бесстыжую рожу, он, наконец, нашарил взглядом телефон. Пацан заметил и принял верное решение. Рука с телефоном медленно опустилась на лавку, как бы давая понять Намджуну, что его собственности ничего не угрожает. Ни разу не криворукие пальцы аккуратно разжались. Но с последним движением руки чертова джинсовка сползла с плеча по самый локоть. И в этот момент Намджуну стало не до телефона. Глава 2. Интересно, а что было бы, если бы он увидел те самые родинки? Отразила бы его нетерпеливая и неэластичная психика столь мощный удар? Выдержала бы поруганная правильность это издевательство судьбы? Смог бы он сразу по-братски принять человека, которого в данную минуту ненавидел, презирал и, чего уж греха таить, даже боялся? Боялся не физически, а как тот образ развратного лжеца и бездельника, который запуганное сознание уже дорисовало до наркоты, долгов и кончишь как отец. К счастью, судьба смилостивилась над бедным Намджуном и, по крайней мере, в этот момент не заставила его разом познать всю глубину,
вселенской несправедливости, а разрешила привыкнуть к ней постепенно. Увиденное не было однозначным «да», но оно было очень жирным «возможно». На руке мальчишки ровно в том самом месте был шрам, большой, похожий на растопырившего лапы паука, продавленный в середине, как будто из руки вырвали порядочный кусок мяса. Он был довольно неприятным на вид, но точно таким, как если бы от несчастных родинок варварски избавились. И почему, спрашивается, настолько логичная и очевидная мысль ни разу не пришла нам Джуну в голову? Ведь если ребенка не убили, если он не обнаружился среди выявленных подкидышей, а он не обнаружился, то оказаться в какой-то семье он мог только нелегально. И в этом случае наличие особых примет было крайне нежелательным. Уже сотню раз Намджун мог пройти мимо своего брата, не присмотревшись как следует к тем рукам, где родинок не было, уже не было. Он представил себе жуткую картину: грязная комната, обкуренный коновал и надрывающийся плачем ребенок, маленький, ничего не понимающий, оторванный от матери с тем, чтобы больше никогда ее не увидеть, навсегда лишенный любви и заботы, его родной братишка, а потом долго не заживающая рана и вот этот уродливый шрам. Загипнотизированный видением, Намджун потянулся к руке мальчишки. А тому, естественно, трагическая подоплека действия была неведома. Он расценил жест как посягательство на личную свободу, отпихнул Намджуна и вмиг оказался за соседней остановкой. Намджун остался на месте. И еще одно откровение буквально топило его в омуте собственной глупости. В эгоистичном детском порыве быть покровителем и избавиться от чувства вины он мечтал о том, как поможет своему брату выбраться из нищеты и грязи. Но ради всего святого, почему он решил, что его брат в этой грязи останется все тем же невинным младенцем, какого Намджун потерял 19 лет назад? С чего он взял, что ребенок должен всю жизнь нести на себе крест своего детского несчастья? Кто внушил ему, что среди попрошаек и наркоманов брат вырастет заранее раскаявшимся грешником, чистым, чуть ли не вторым Иисусом? Не вырос. «Стой!» — почти простонал Намджун, к которому, наконец, вернулась способность издавать осмысленные звуки. Неизвестно, в какие лапы попал несчастный покалеченный малыш, но вырос он не ангелом-великомучеником, а настырным существом социально неодобряемого поведения. Вместо нимба он имел вполне себе оформившиеся рога и хвост с кисточкой, совершенно не жаждал спасения и уж тем более не страдал в ожидании спасителя. Этот несчастный малыш, наигнуснейший, осклабился из-за стеклянной перегородки, чем очень кстати снизил градус вины и драмы, а потом осторожно попятился назад, увеличивая фору для забега. Наверное, от окончательного исчезновения его удерживало только то, что пакет из дьютика так и остался валяться на асфальте у ног Намджуна. На всякий случай, не сводя взгляда с потенциального родственника, Намджун сгреб с лавки свой телефон, на ощупь поднял пакет и запустил в него руку. Надо же было узнать, что за вещица осталась в его распоряжении в качестве приманки. В пакете были 2 коробки, гладкие, с тисненными буквами и завитушками, по весу и габаритам вполне укладывающиеся в представление Намджуна о подарочной упаковке коньяка или виски. Насколько ценными были эти экспонаты для пацана, Намджун не знал, а орать и выяснять показалось бессмысленным. Их разделяло метров 10, топчущиеся в ожидании автобуса люди и уличный шум. Намджун постарался принять доброжелательный вид и протянул пакет в сторону пацана, обозначая таким образом намерение мирно разрешить конфликт. Но жест не оценили. Хозяин пакета развернулся и бросился навстречу людскому потоку, обратно к зданию аэропорта.
Намджун рванул за ним. Он испугался, что мальчишка затеряется в толпе вместе с единственным шансом узнать, откуда у него на руке этот шрам. До ближайшего входа в аэропорт было далеко. К тому же Намджун рассудил, что внутрь пацан не попрется. Традиционный шмон на входе легко задержал бы его до прибытия погони. Но пацан сделал то, что правильному Намджуну даже не пришло в голову. Вошел в выход. У Намджуна этот номер получился хуже. В дверях он столкнулся сначала с какой-то теткой, а потом и с охранником, но все же вслед за пацаном прорвался в зону прилета. Правильная жизнь дважды в неделю приводила Намджуна в тренажерку, и он всерьез считал себя мужчиной в хорошей физической форме. Но то ли была виновата утомительная поездка, то ли скользкие ботинки, а может, братишка набирался формы в каких-то других тренажерках. Только Намджун быстро почувствовал, что отстает. Его заносило на поворотах, и очень мешали всякие столбы и загородки. Между тем, как пацан демонстрировал потрясающие навыки передвижения по пересеченной местности и убийственную разницу между просто убегать и съебываться. Он лавировал среди людей, легко перепрыгивал через ограждение и даже на ведущий на уровень вниз эскалатор заскочил как-то сбоку, элегантно подрезав старпера с чемоданом. В 2 прыжка, слетев по эскалатору примерно до половины, он завопил: «Помогите!» Перемахнул через перила и сиганул вниз. Намджун так не умел. Он в последний раз попытался воззвать к благоразумию. Прямо с эскалатора крикнул вслед пацану: «Стой! Ничего я тебе не сделаю!» Но сразу осознал всю неэффективность такого способа убеждения. Чуть не сбив того же старпера с чемоданом, Намджун продолжил погоню. Добежал до эскалатора и угодил прямо в объятия 2 копов. «Разберемся!» — в 3-й раз рыкнул человек в форме, к которому Намджун даже не знал, как обратиться. Последний раз он сталкивался с полицейскими в детстве, когда, обливаясь соплями и заикаясь на каждом слове, рассказывал им о похищении брата. Он не боялся копов и не сильно их уважал. Он просто не мог представить себе ситуации, в которой ему пришлось бы с ними пересечься, потому что как закон не нарушал и впредь не собирался. Он даже штрафов за неправильную парковку ни разу не привозил. И теперь его, всего такого примерного и законопослушного, при всем честном народе упаковали в наручники и повели километровыми коридорами, словно скотину на убой. Намджун не на шутку пересрал и судорожно оправдывался, не отдавая себе отчета в том, насколько нелепо выглядят его сбивчивые попытки что-то объяснить. И он сам. Он только позже сообразил, что эти 2 гоблина были обычными дежурными, и в их обязанности входило исключительно пресечь, но никак не разбираться. А в тот момент он обжигался, огадливое презрение в глазах идущих навстречу людей. Ему казалось, что все вокруг видят в нем грабителя, насильника и убийцу в одном лице, и был настолько наивен, что всерьез надеялся убедить своих надсмотрщиков отпустить его прямо в этом коридоре, не доводя до ужасной комнаты с надписью «Полиция». Он еще не знал, что его ждет впереди. 2 часа он просидел в той самой комнате в компании угрюмого мужика и 2 злобных теток с расплющенными в тесных рубашках сиськами. Сначала Намджун доказывал им, что он ни в чем не виноват. Потом просил хотя бы забрать с автобусной остановки и его чемодан. Потом совсем сник. Замолчал и только нервно теребил пригревшиеся на его запястьях браслеты. Разбираться никто не торопился. Вместо этого его бесцеремонно облапали, освободив все карманы от вещдоков, и проводили до машины. На опустившуюся темноту он смотрел через решетку в задние дверцы. Вечерний город показался ему совершенно чужим. В участке Намджуна встретил дактилоскопист
И еще один клон разберемся, который настолько извратил ситуацию, что Намджун впал в отчаяние и панику. Невольное вторжение в двери с надписью «Выход» стало злостным с несоблюдением правил поведения на объекте повышенной опасности. Столкновение с охранником, нападением на должностное лицо, находящееся при исполнении служебных обязанностей. Дурацкий марафон в стиле Тома и Джерри нарушением общественного порядка. А вопль на эскалаторе угрозы причинения вреда несовершеннолетнему. Это при том, что он сам несовершеннолетний бесследно исчез. Съебался. Оформив прибытие задержанного, коп зевнул, потянулся и ушел. Потом вернулся, принеся с собой запах сигарет и кофе. Участливо спохватился, что забыл предложить кофе Намджуну, однако исправлять ситуацию не стал. Посредством нескольких ударов в перегородку позвал коллегу, и понеслось. Один задавал вопросы, второй что-то писал и иногда мерзко похмыкивал. Лениво вздернутая вверх бровь наполняла его лицо таким скептицизмом, что Намджун и сам уже видел в своих словах бред сивой кобылы, упившийся до зеленых чертей и впавший в маразм. Однако первый не сдавался, продолжал терзать Намджуна идиотскими предположениями и глумливыми вопросами. И вскоре Намджун понял всю безнадежность своих попыток придать этому разговору хотя бы толику разумности. Он трепыхался, попавшийся в сети рыбой, но результатом были лишь круги по воде. То есть вы хотите сказать, что бежали за ним, чтобы отдать ему пакет? Его пакет? Вы отняли у него пакет? Как и при каких обстоятельствах? То есть вы встретили его за 5 минут до задержания? Неужели? То есть это был не ваш пакет? Как вы тогда объясните наличие на его содержимом ваших отпечатков? Ну, ясно, ясно. То есть вы полагали, что в пакете 2 бутылки виски? Что несовершеннолетнему мальчику продали их в магазине беспошлинной торговли? Ах, в подарок папе? Ну, тогда, конечно, продали бы. Конечно. Вы прилетели из Осаки. Цель поездки? Ах, вот как. Командировка. Значит, у вас должны быть какие-то документы. В каком чемодане? У вас был чемодан? То есть вы оставили чемодан с рабочими документами на остановке, чтобы задержать несовершеннолетнего и заставить его взять бутылки? Ну, понятно, понятно. А паспорт? Надо же, тоже в чемодане. Папку положили, чтобы завтра вместе на работу взять? Ну да. А в Бангкок вы тоже звонили по деловому вопросу? Как это не звонили? То есть, по-вашему, это я звонил в Бангкок с вашего телефона и разговаривал целых 26 минут и 32 секунды. Ах, не я звонил. Ну, хоть на том спасибо. И о чем же вы столько разговаривали? Ах, не разговаривали. Ах, это не вы разговаривали. Мальчик. 26 минут разговаривал мальчик, с которым вы 5 минут назад познакомились? Интересная математика. И о чем? Ах, не слышали? Ну что ж, вы так смущаетесь-то. Расскажите нам, откройте секрет. О чем мог разговаривать ребенок по телефону, зарегистрированному на тайский бордель? Да, вот, пожалуйста, черным по красному. Hot girls, hot boys, hot... Да. Или это все-таки был деловой разговор? А на работе в курсе ваших деловых разговоров? Я ведь могу позвонить, да? В какой-то момент Намджун понял, что без адвоката не выберется. Безусловно. Обе рожи дружно расплылись в ехидных улыбках, одинаковых, словно скопированных на ксероксе. Наш телефон устроит или предпочитаете со своего? Со своего. Намджуна даже проводили в отдельную комнату. Позволили остаться одному, предоставив право совершить священный звонок без свидетелей. Только звонить было некому. Такая ситуация в его жизни не предполагалась, а потому не просчитывалась. Адвокатов среди его знакомых нет. Звонить деду с бабкой
Так гуманнее просто приложить их по голове лопатой. Девушке? А что она сделает? И станет ли вообще что-то делать? Приятелей по учебе Намджун давно потерял из виду, а новых не приобрел. Единственный вариант, который пришел ему в голову — Юнги, сисадмин с работы, вечно брюзжащий, огрызающийся, всем недовольный и вообще не очень-то приятный, но на удивление быстро и четко решающий все поставленные задачи. Юнги в офисе не любили, и Намджон был, пожалуй, единственный, кто не делал вид, что страшно занят, когда это ходящее утро понедельника заваливалось в зал с перекошенной недосыпом мордой, пустой кружкой и жаждой халявного кофе. Намджон делился кофе, а Юнги однажды позвал его в гости. Намджон зашел. Ненадолго, потому что работать они оба заканчивали поздно, и заценил причину хронического недосыпа. Навороченную игровую консоль с разноцветной подсветкой и монитором в половину бильярдного стола. Тот визит, да еще несколько разговоров, вот, пожалуй, и все, что выводило их отношения за рамки исключительно рабочих. Но Намджон почти не сомневался в том, что Юнги ему поможет. По крайней мере, реально попытается. Детектив вручил Намджону изъятый ранее телефон и закрыл за собой дверь. Намджон быстро отыскал среди немногочисленных контактов номер Юнги, нажал на зеленый телефончик и сразу понял, почему так радостно светились лица его мучителей. К сожалению, вызов невозможен. На счете недостаточно средств. Пополнить счет можно одним из следующих способов. Но окончательно понять, насколько серьезно он влип, Намджон смог только тогда, когда за ним закрылась другая дверь. Дверь камеры. И в нос ударил горячий запах пота, курева и нестиранных носков. Слишком жестоко для глупого нарушения общественного порядка. Для нарушения порядка – да. Но в пакете из дьютика, в продолговатых коробках с тисненными иероглифами, были плотно утрамбованы похожие на овечьи экскременты зеленовато-коричневые катышки, которые копы не один раз обнюхали и даже облизали. Таким образом, к глупому нарушению общественного порядка добавилось подозрение в контрабанде и распространении наркотиков. Рассказ Намджона никого не убедил. Чемодана с паспортом и документами на остановке не нашли, а государственный адвокат, как оказалось, по пятницам не работает. Поэтому ожидался даже не завтра, точнее сегодня, потому что время перевалило за полночь, а только в понедельник. Те 3 дня и 4 ночи прошли для Намджона одним непрерывным кошмаром. Он не ел и почти не спал, лишь временами впадая в бессильное забытье и 1000 раз проклиная себя за все на свете, начиная с привычки искать брата, заканчивая согласием на злосчастную командировку. Его трясло от бешенства, то от страха, бросало то в жар, то в холод. Он вздрагивал от каждого сказанного ему слова, шугался каждого взгляда и уже жалел, что отказался разговаривать без адвоката, потому что на допросах было намного уютнее, чем в камере. В понедельник он вернулся домой. Был ли его адвокат добросовестен или работал, что называют, в тесном контакте с детективами, Намджон не знал, знать не хотел. Его отпустили на очень жестких условиях, арестовав машину и счет в банке, обязав не выезжать из города, а при смене места пребывания в его пределах уведомить полицию в течение 12 часов. Но Намджон подписал все, что сказали, и был почти счастлив. По крайней мере, до того момента, как узнал, что работы у него больше нет. Какому боссу понравится, что его 17-го зама подозревает в торговле дурью? Никакому. И уж тем более такому, который ухитрялся строить из себя настолько правильного и порядочного,
что сводило скулы даже у Намджуна. Вечером Намджуна постигло еще одно разочарование. Хотя на фоне всего остального оно показалось сущей ерундой. Чесон совершенно не рвалась разделить с ним его несчастье. Конечно же, в его вину она ни капельки не верила и очень сожалела. Но испортить карму отношениями с подозреваемым, да еще и с безработным, увольте. К счастью, до бабки с дедом копы не добрались, а те благополучно забыли, когда он должен был вернуться из командировки. Разговор с ними высосал из Намджуна последние силы. Почти полчаса он врал, как замечательно провел выходные в расцветающей сакурой Осаки и каким вкусным ужином встретила его Чесон. Слушал про гороскопы, радикулит и соседскую собаку, а потом просто упал на кровать и вырубился. Проснулся только во вторник в обед, чудом не обмочившись прямо в постели. Ему приснилось, что он снова в камере, что снова ждет, пока все его соседи уснут, чтобы прокрасться к унитазу и, наконец, отлить. Сделать это при свидетелях Намджун не мог, а потому терпел, пока не проснулся. Еще полдня он ел все, что смог найти в квартире. Сухой завтрак, давно просроченный рамен, кофе и какие-то жутко диетические крекеры Чесон. Он автоматически поглощал пищу, вместо вкуса чувствуя лишь нарастающую безнадежность. Окруженный по всем фронтам, загнанный в угол, в один миг потерявший все, что имел, он казался себе сломанной игрушкой в жестких руках судьбы. Не видел никакого выхода из сложившейся ситуации. Если бы не любящие его старики, всерьез рассмотрел бы возможность выйти с моста. В итоге он обожрался так, что от боли в животе еле дополз до кровати, где и провел вечер, не набравшись смелости сунуть в рот 2 пальца. А немного придя в себя, вывалился вон из дома в желании упиться до зеленых чертей и впасть в маразм назло всем сивым кобылам. Автопилот довел его почти до самого офиса. Увидев здание бизнес-центра, который привык считать вторым, если не первым домом, и куда мог войти теперь только в качестве гостя, он очнулся и буквально запихнул себя в первый попавшийся бар. Но и здесь Намджуна встретил кошмар. За ближайшим к стойке столом в компании секретарши, главного бухгалтера и еще какого-то прилизанного укурка, вероятно, кандидата на освободившуюся должность, полировал свой идеальный образ его бывший шеф. Когда Намджун только начинал работать, его также в принудительном порядке таскали на вечерние пьянки, но довольно быстро отвязались. Пить Намджун не умел. После пары рюмок начинал клевать носом, а еще после пары вполне мог оскорбить командный дух безмятежным храпом. Интересно, если бы он сумел спиться с этой компанией, выгнали бы его с работы? Да пофиг, выгнали бы. Незаменимых 17-х замов не существует. Намджун взял бутылку и забился в угол. Круто было бы сдохнуть прямо на глазах шефа и его прихлебателей, чтобы обвинить их в своей смерти. Но они его даже не заметили. Вселенная издевалась. Утопить спиртном жалость к себе, к несчастному, тоже никак не выходила. Жалость растворялась в бутылке и с каждым глотком пропитывала сознание все сильнее и сильнее. К тому же организм не был настроен менять свои привычки. Облегчение не наступало, зато накатывал сон, а вместе с ним лишь вялое, сопливо-мелочное подобие агрессии. Хотелось плюнуть шефу в пиво, показать факт детективам, порвать Чесон колготки и адресовать пару крепких выражений несовершеннолетней бляди с разбитым телефоном и злоебучим пакетом из дьюти-фри. Впрочем, бляди можно было бы причинить и какой-нибудь более ощутимый вред. Например, поймать и набить морду.
Но только Намджун понимал, что он этого ничего не сделает. Хотелось бы думать, что из высокомерного благородства или хотя бы потому, что паскуда Джерри все-таки слинял. Но нет. Причина была попросту в том, что Намджун слабак. Пьяный, потерявший последнюю гордость слабак. Сделав очередной глоток, он промахнулся стопкой мимо стола, съехал с табуретки и живописно обрушился на пол.